Всем привет, друзья! И снова у меня на обзоре новый дозиметрический прибор. Он называется измеритель мощности дозы EMD5. И как можно догадаться по индексу в названии, этот прибор продолжает серию DP5, которая закончилась на модели DP5V. Судя по всему, это последний из ламповых дозиметров, разработанных в Советском Союзе. EMD5 распространены гораздо меньше, чем серия DP5. Купить их при желании можно, но не дешево и почти без выбора. А прибор очень занятный. Для коллекционеров вроде меня это ценная находка. Хотя, конечно, только коллекционерам он и интересен. Современные радиометры имеют более чувствительные слюдяные датчики. У них много функций, они небольшие и удобные в использовании. Ходить по улицам с пультом на шее и зондом на телескопической штанге как-то странно. Да и что сейчас найдешь с помощью такого прибора, кроме совсем уж явного источника излучения? Опа, кулончик. Мне снова повезло, и я приобрел полный комплект EMD5 в очень хорошем состоянии. Мой прибор был выпущен в 1991 году, можно сказать, что совсем недавно. Как и большинство военных дозиметрических приборов СССР, EMD5 поставляется в фанерном укладочном ящике. Он очень похож на ящик от DP5, однако меньше по габаритам. Устройство ящика точно такое же. Стальная ручка, металлические уголки для защиты, спереди два подпружиненных замка, а сзади две скользящих петли. Немного непривычно то, что ящик окрашен в серый цвет вместо хаки. Масса комплекта ровно 7 кг. Давайте откроем крышку и рассмотрим имущество. В центральном отделении располагается сам прибор в футляре. Слева находится удлинительная колодка для внешнего питания. Снизу есть два отсека для запасных батарей. Справа ящички под крышкой хранятся адаптер для питания, запасная лампочка, пакетики для зонда, отвертка, два ремня, плечевой и поясной, а также коробочка с головными телефонами. А на внутренней стороне крышки, как всегда, имеется крепление для удлинительной штанги, пакет с документацией и формуляром, ну и табличка со схемой раскладки имущества. Все эти аксессуары мы обязательно рассмотрим подробнее. Давайте я начну обзор с внешнего вида прибора EMD5. Он находится в футляре из кожи кирзового сапога. Не из плотного дерматина, как делать футляры всех остальных приборов, а именно из сапога. У этого материала есть один плюс. Он мягкий снаружи и внутри. Он нежно соприкасается с корпусом прибора, его приятно трогать. Однако он не держит форму. Вы видите, как болтаются края крышки. Кроме того, не дай бог его намочить изнутри. Вот эта утепляющая подкладка отлично впитывает воду, но очень неохотно ее отдает. В общем, за материал футляра я бы поставил 3. Кроме того, на верхней крышке нет смотрового окошка, то есть пользоваться прибором при закрытом футляре не столь удобно, показаний не видно, остается только звук. Но зато на внутренней поверхности имеется шильдик, который содержит ориентировочную таблицу норм зараженности объектов, предметов и продуктов питания для военного времени. Во второй колонке указаны допустимые нормы, а в третьей поддиапазон, в котором следует производить замер по этой норме. Нижняя часть футляра отстегивается, и в ней есть отсек для хранения запасных батарей, а также сбоку есть отделение для блока детектирования. Для ношения EMD5 есть два ремня, один наплечный, другой поясной, чтобы прибор не болтался. Давайте теперь посмотрим, как устроен EMD5. Да, собственно, точно так же, как и все остальные радиометры. У него есть пульт и выносной зонд. На картинках пульт EMD5 кажется довольно компактным по сравнению с похожим на него DP5V. Но это не так. Давайте я просто поставлю оба прибора рядом, и вы сразу увидите разницу.
МД5 толще и массивнее. И, конечно же, это благодаря новой измерительной головке. У DP5V микроамперметр очень маленький. Пользоваться им, безусловно, можно, но когда берешь в руки МД5, то понимаешь, что такое комфорт. Можно даже сказать, что МД5 похож на лабораторный прибор. И все благодаря такому большому индикатору. За это инженерам спасибо. Но если присмотреться к шкале прибора, то можно сразу заметить, что она отградуирована в непривычных для нас единицах измерения, миллирадах в час. Не рентгенах, а именно радах. Разница между ними такая. Рентген – это единица измерения экспозиционной дозы, а рад – поглощенный. То есть в рентгенах измеряют выделяющееся излучение, а в радах – поглощаемое. Ну и, кстати, в системе Си используются вообще другие единицы – греи. Кроме того, один рентген не равен одному раду, и даже напротив. Поглощенная доза зависит и от свойств тела, которое эту дозу поглощает, и от характеристик излучения. Но поскольку в дозиметрии вообще все всегда не точно, то я не буду отступать от канонов и вместо радов буду по-прежнему говорить рентгены. Ладно, возвращаемся к шкале. Второй сюрприз, что помимо радов еще появились и единицы для измерения бета-потока. Это количество распадов в минуту с квадратного сантиметра. Однако шкала та же самая, и в ней получается, что 1 миллирад в час по гамме равен 1000 распадов по бете. Хотя замечу, что в старых приборах для бета и гаммы были либо отдельные шкалы, либо переключатель, который вносил некий коэффициент поправки. Но в МД5 все по-военному. Если сказали, что π равно 4, значит так и будет. Но если серьезно, то дело в том, что согласно описанию МД5 не измеритель бета-потока, а индикатор. А индикаторами называются приборы, которые работают с точностью плюс-минус 50%. Именно этим и объясняется округление цифр. Так проще работать. Сама шкала отградуирована в двух диапазонах. Нижний диапазон в радах в час от 5 до 200, верхний в миллирадах от 0,5 до 5. Также верхняя шкала используется для измерения бета-потока. Слева у нас имеется 8-позиционный переключатель режимов работы. С его помощью можно включать и выключать прибор, а также выбирать рабочий поддиапазон для измерений. Переключатель тоже неоднозначный. Сама ручка мне понравилась. Она удобнее, чем в других приборах, и поворачивается довольно легко. Но вот подписи к позициям переключателя сделаны просто как вдавленный пластик, и их довольно плохо видно. Хотя, после того, как привыкнешь к прибору, уже по количеству щелчков запоминаешь, где что. Как всегда, у нас здесь есть режимный сектор для проверки питания, который обозначен треугольником, и 6 измерительных поддиапазонов. Первый 200 для работы прибора в качестве рентгенметра в области высоких доз облучения. На нем можно замерять радиацию до 200 рентген в час. Остальные поддиапазоны относятся к миллирентгенам в час и имеют множитель, на который нужно умножать показания по верхней шкале. На поддиапазоне умножить на 1000 можно замерять излучение от 500 миллирентген в час до 5 рентген в час. А на самом слабом поддиапазоне умножить на 0,1 от 50 до 500 микрорентген в час. Также нужно обратить внимание, что 3 последних поддиапазона пригодны для определения бета-загрязненности, и они имеют условное обозначение в скобочках. Это количество распадов в минуту. Следовательно, на поддиапазоне 10 в 4 можно определять бета-поток плотностью до 50 тысяч распадов в минуту с квадратного сантиметра. На поддиапазоне 10 в 3 до 5000, а на поддиапазоне 10 в квадрате до 500 распадов. Итого МД5 является и рентгенметром, и радиометром. На верхней панели остались нерассмотренными еще две кнопки. Слева у нас кнопка для сброса показаний измерения. Это нужно, чтобы быстро начать повторный замер. А справа кнопка подсветки шкалы. Шкала подсвечивается с задней стороны, причем только в верхней области. Для подсветки используется всего одна лампочка. Это не очень хорошо, потому что если она перегорит, то вообще ничего увидеть будет нельзя. Ну и не очень удобно, что подсветка включается кнопкой, а не тумблером.
но это скорее для экономии заряда батареи. К счастью, шкала обладает фосфоресценцией, и в темноте ее видно очень даже неплохо. Блок детектирования, он же зонд, в этой модели пластиковый, как и в последних сериях DP5V. Он заметно легче, чем стальной, и весит 400 грамм. Хотя в итоге MD5 вместе с зондом весит 2,5 кг, столько же, сколько и DP5V. Зонд имеет поворотный экран, с помощью которого устанавливаются режимы работы. Гамма – замер гамма-излучения. Бета – условный замер суммарного излучения бета плюс гамма. Треугольник – работа с контрольным источником для проверки исправности прибора. Интересно, что режимы здесь обозначены греческими буквами, а не кириллицей. Контрольный источник B8 находится с внутренней стороны экрана вот в этом углублении. Он крепится с помощью заклепки и эпоксидной смолы. B8 представляет собой стронциево-итриевый препарат с периодом полураспада около 29 лет. В режиме бета-измерения окно блока открыто, и на пути бета-частиц стоит только пластик. Окно довольно большое, поэтому можно сделать справедливое предположение, что EMD5 более чувствителен к бета-излучению, чем DP5A, 5B и первой модели 5V. Да, собственно, в них и не было градуировки для измерения бета-потока. Вот что мне не понравилось, это то, что старые зонды спокойно разбирались руками, а здесь приходится использовать отвертку. Сейчас я разберу зонд и покажу его устройство. Вот я открутил торцевую крышку и снял экран. Мы видим контрольный источник и можем замерить его нынешнюю активность. Ну вот на таком расстоянии это 2000 распадов в минуту на квадратный сантиметр по бете, либо в условных миллирентгенах. Около 3 миллирентген в час. То есть дозиметр МКС не считает, что 1000 распадов равна 1 миллирентгену, а вот МД5 считает, потому что это военный прибор, и там много условностей не нужно. Теперь я открою корпус зонда. Это делается очень удобно. Нужно не только открутить 4 винта, но еще и не потерять ни сами винты, ни шайбы. Внутри корпуса находится печатная плата. С одной стороны мы видим счетчик SBM20. Это высокочувствительный газоразрядный счетчик Гейгера, который работает на 3 последних поддиапазонах. Он умеет определять как гамма, так и бета радиоактивность. С другой стороны расположен малочувствительный счетчик C3BG. Он работает в поддиапазонах, которые рассчитаны на высокие дозы, от 500 миллирентген в час до 200 рентген в час. Кроме того, на более слабых поддиапазонах он выравнивает дозовую характеристику прибора при высоких реальных дозах облучения. Это необходимо, чтобы у стрелки измерительной головки не появился обратный ход, то есть чтобы она не стала показывать нулевой фон при зашкале счетчика SBM20. Обратите внимание, что в собранном виде именно чувствительный счетчик SBM20 располагается напротив окна для бета-потока. Безусловно, это спроектировано в угоду чувствительности при бета-измерениях, в отличие от зондов серии DP5, где оба счетчика стоят рядом, а окно маленькое. Можно сделать предположение, что в EMD5 грубый счетчик C3BG не предполагается использовать при бета-измерениях, и теоретически это верно, однако не совсем. Посмотрите внимательно на печатную плату. Напротив катода C3BG имеется прорезь, именно для того, чтобы бета-поток мог достигнуть и этого счетчика.
Также на плате мы видим привычную схему усилителя и нормализатора импульсов, собранных на двух лампах тиратронах TH4B. Для чего нужен нормализатор? Дело в том, что радиация создает в счетчике импульсы, которые имеют разную длительность и амплитуду. А для корректного подсчета нужно, чтобы все импульсы были одинаковыми. Нормализатор выполняет именно эту задачу. Для работы с зондом понадобится удлинительная штанга. Здесь она просто отличная. Это самая лучшая штанга, что я держал в руках. Поэтому никак не могу обойти ее вниманием. Во-первых, она трехсекционная. В сложенном виде всего 35 сантиметров, а в полностью разложенном 83 сантиметра. Во-вторых, зажимы работают очень хорошо, затягиваются мягко и держат прочно. В-третьих, у штанги удобная эргономичная ручка с выступами. К тому же она сделана из полихлорвинила, поэтому не скользит в руке. Сам зонд герметичный. Его можно погружать в воду на полметра, ну а дождь ему не страшный вовсе. Однако зонд необходимо оберегать от загрязнения радиоактивными нуклидами, если предстоит работа по замеру сыпучих веществ или работа в пыльных условиях. Для этого в комплекте есть чехольчики, которые надеваются на его корпус. И в таком виде можно работать, не боясь загрязнить зонд. Очень простое и надежное решение. У прибора наконец-то появилась возможность использовать человеческие элементы питания. Больше не нужно ковырять плоские батарейки в поисках элементов КБ1. Здесь используются элементы 343, которые можно купить в магазине в готовом виде. И теперь нужно всего 2, а не 3 батарейки. Лампочка подсветки отдельного питания не требует. Очень интересное решение, которое я больше нигде пока не видел. Батарейный блок ВНД5 выносной. Это может потребоваться в зимних условиях, чтобы держать батареи в тепле. Для этого нужно вынуть держатель батарей, а к нему подсоединить прилагающийся удлинитель. Батарейный блок кладется в теплый внутренний карман, и элементы больше не мерзнут. А для подключения к автомобильному аккумулятору имеется удлинительная колодка с делителем напряжения на 12 или 27 вольт, то есть для аккумулятора легкового или грузового автомобиля. Напряжение устанавливается с помощью перемычек. Длина кабеля 10 метров. Это обеспечивает хорошую мобильность на постах дозиметрического контроля. Кстати, для замены лампочки теперь не нужно скрывать корпус прибора. Держатель лампочки находится под батарейным блоком и крепится на 2 винтах. Сама лампа на 2,5 вольта. В комплект прибора непременно входят головные телефоны. Здесь это та же модель TG7M, которая прилагается к приборам серии DP5. Они включаются в гнездо слева. С помощью наушников можно прекрасно ориентироваться в уровне радиации на местности и мгновенно обнаруживать загрязненные места. Давайте теперь я открою корпус прибора, и мы посмотрим, как он устроен. Для этого нужно отвернуть винт крепления ручки переключателя и 4 винта на днище.
Сняв крышку пульта, мы сразу же видим микроамперметр. Он занимает почти все место по высоте. Слева расположены подстроечные резисторы. Это очень удобно для калибровки. Мы одновременно видим и показания, и видим, что нужно регулировать. Поддиапазоны у резисторов подписаны. В передней части расположена печатная плата, на которой собран интегрирующий контур и разрядные цепи. В задней части вторая плата. Это модуль преобразователя напряжения. Но несмотря на такое различие, схема MD5 точно такая же, как у DP5V. Детали здесь те же самые, включая проблемные конденсаторы МБМ. Алгоритм работы с MD5 точно такой же, как с DP5V. Включаем прибор поворотом переключателя в положение режим. После чего нужно убедиться, что стрелка установилась на режимный сектор, выделенный жирной линией. Если это так, это значит, что питание прибора настроено верно и можно производить измерения. Если стрелка не доходит до сектора, необходимо заменить батарейки. Для проверки работоспособности прибора служит контрольный препарат. Он должен вызывать отклонение стрелки на 3 последних поддиапазонах. Давайте я подключу головные телефоны и переключусь в самый чувствительный поддиапазон. Вот уже слышны редкие щелчки. Это фоновое излучение. Возьму слабые источники радиации и посмотрим, как прибор на них реагирует. Было бы интересно сравнить, насколько функция определения бета-потока улучшилась по сравнению с DP5V. Электронная схема у обоих приборов идентичная, разница только в конструкции зондов. Итак, проверим на слабом источнике. Это датчик дыма с изотопом америция-241. Помимо альфа-частиц, он излучает и слабую бету, и слабую гамму. Начнем с DP5V. Стрелка очень медленно ползет к 50 микрорентгенам. Теперь МД5. Разница очевидна. Возьму теперь шкатулку из уранового стекла. Здесь можно проводить замеры одновременно, так как объект не точечный. Видно, что в то время как на DP5V стрелка неторопливо колеблется в районе 50 микрорентген в час, у MD5 она даже выходит за предел измерений. А теперь самый жесткий эксперимент с мощным бета-источником. Его даже нет никакого смысла тестировать в режимах слабее, чем умножить на 100. Начнем с DP5V.
Вот мы видим 400-450 миллирентген в час условных, почти полрентгена. Теперь МД5. Здесь нужно попасть бета-лучом в окошечко на плате. Ну вот, вроде бы мне удалось это сделать. Но вслепую это довольно-таки сложно. Так, ну вот мы видим около 400 миллирентген. То есть, в принципе, несмотря на различия в конструкции, оба прибора показали сходные значения. Вообще, при бета-измерениях проблема DP5V в том, что у него маленькое входное окно для бета-потока, а счетчики стоят по бокам. А проблема MD5 в том, что на высоких поддиапазонах работает счетчик C3BG, который расположен вообще с другой стороны внутренней платы зонда. И путь к нему через маленькое окошечко в плате. Мы его уже видели. Вообще интересно, почему же развитие пятой серии пошло по спирали. Дело в том, что первый прибор в линейке DP5 без букв был радиометром с большими окнами для бета-потока и возможностью измерять в распадах. DP5A, 5B, 5V имели другой зонд с маленьким окном, а на шкале не было градуировки под бета-излучение. Для чего это сделали? Для того, чтобы упростить работу дозиметриста и сократить количество единиц измерения. То есть любое ионизирующее излучение измеряли по так называемому гамма-методу. И вот под конец МД5 снова предназначен для определения бета-потока. Почему это вновь стало актуально, я не знаю. Но давайте для порядка замерим и гамма-излучение. Для этого зонд переключаем в режим гамма. Гамма-лучи свободно проходят сквозь сталь, отсекая бета-поток. И на шкале прибора сейчас мы увидим активность источника. Примерно 1,7 миллирентген в час. Техническое описание, как всегда, очень подробное. Содержит полное описание прибора, его назначение, технические данные, состав комплекта. Описано устройство и работа прибора. Расписана вся его электронная схема. Приведены указания по эксплуатации, по мерам безопасности, подготовка к работе и порядки работы прибора. Имеется таблица с возможными неисправностями и способами их устранения. Рекомендации по техническому обслуживанию. Данные и методика поверки, правила хранения. Ну, а в конце приведена электрическая схема и перечень электронных компонентов. МД5, на мой взгляд, это самый интересный прибор в линейке DP5. Он наиболее приспособлен к определению бета-загрязнения. Он работает быстро, имеет большой и удобный индикатор. У МД5 нет проблем с элементами питания, и в принципе он относительно современный, им вполне можно пользоваться. Правда, этот прибор довольно редкий, из-за чего он стоит заметно дороже, чем DP5A, B или V. Да и выбор очень маленький, поэтому найти полный комплект в отличном состоянии сложно.
Кстати, свой AMD5 я купил за 3000 рублей. Это очень хорошая цена за полный набор в отличном состоянии. Хотя DP5V при тех же условиях обойдется в 2-3 раза дешевле. Пожалуй, я рассказал об AMD5 все, что хотел. Мой обзор подошел к концу. Большое спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.